тут слово взял. Харе Кришна, примите, пожалуйста, поклон, дорогие преданные. Вот. Я тогда, может быть, продолжу. Решили сделать так, что пока преданные собираются, и у нас есть эти 15 минут, которые были, скажем так, заложены для того, чтобы показать вот какой-то именно из жизни Бхактивинода материал. Я хочу, возможно, несколько историй рассказать. Они, так, истории частично есть, ну, можно сказать, такие мудрые истории. Их часто рассказывает, особенно про Акбара Бирбала рассказывает Бхактивинода Махарадж в своих лекциях. Не знаю, вы их слышали или нет, но то есть несколько историй, которые я сейчас так сходу вспомнил, потому что мы вот в последний момент приняли это решение не показывать видео. Значит, одна история про Акбара и Бирбала о том, что, ну, вы знаете, да, что был такой правитель Акбара, и у него был мудрый министр, браман Бирбал. Ну, вот. И поскольку он был очень умный, то при дворе остальные министры, они очень завидовали Бирбалу и пытались всячески, значит, ну, как сказать, скомпрометировать или, ну, в глазах императора, или если что-то там видели, сразу они говорили, вот, ты видишь, как и так далее. И однажды, значит, проходит, ну, как, заседание в зале суда, вот, там руководил этим всем собранием, как положено, Акбар, император, и там присутствовали все министры. И там был один министр, он был слеп на один глаз. Вот, и, ну, хотя, скажем так, Бирбал был очень таким, ну, хорошим, мудрым, грамотным человеком, но, как и у всех людей, у него тоже был один недостаток. У него был, он любил жевать табак. И, то есть, проходит в зале суда собрание, все там проходит, и, значит, Бирбал жует свой табак. Ну, жевал, и потом, когда уже все заживал, подошел и плюнул на стенку, буквально. И этот самый, значит, министр вот этот, который слепой на один глаз, он очень завидовал, как и все остальные Бирбалу. Он подскочил к императору и говорит: император, вы видели? Он вообще вас не уважает. Что он сделал? Он плюнул прямо, значит, во время собрания на стену то, что, ну, вот отжеванный вот этот табак. Акбар посмотрел, говорит: Бирбал, больше так не делай. Если уж хочешь плюнуть, то плюнь какое-нибудь бесполезное или грязное место. Понял? Все, правитель, я так и сделаю, как вы сказали. Буду строго выполнять ваши приказания. Ну, значит, на следующий день происходит такая же история. Снова все собрались в зале, значит, суда, идет собрание, и после уже собрания Бирбал жует свой табак. После собрания уже Бирбал подошел к этому, значит, министру, который был слеп на один глаз, прицелился и плюнул в этот слепой глаз, этот отжеванный табак. Тот аж завизжал, и он подбежал к этому императору и говорит: он вообще потерял, ну, всякий стыд. Вы же ему вчера сказали, значит, не делать, а он опять вот так поступает. Акбар говорит: Бирбал, почему ты так делаешь? Ну, говорит, вы же сами мне вчера сказали, что если я хочу плюнуть, то нужно плюнуть либо бесполезное, либо грязное место. Что может быть бесполезнее, чем слепой глаз? А что может быть грязнее, чем глаз, тот, который видит только недостатки? То есть мораль этой всей истории в том, что, ну, как мы все знаем, да, что мы стараемся общаться с хорошей стороной наших, ну, как, тех людей, всех и преданных, которые, ну, у которых тоже есть свои недостатки, вот, но мы их стараемся не видеть, мы видим хорошие стороны. Друпади Матаджи, вы за временем следите, да, чтобы я тут не увлекся историями. Значит, вторая история тоже про Акбара и Бирбала. Значит, Акбар с Бирбалом, они любили переодеваться в простых подданных
и ходить по царству и смотреть, как живут его подданные. Ну, то есть Акбар вот такой любил делать. И они как-то, как обычно, вышли, значит, походили и шли мимо одного дома и слышат, что жена очень сильно ругает мужа. Они через забор, значит, начали подглядывать и видят, что она на него что-то там кричит, ногами топает, а он стоит, понурив глаза, вот, понурив голову, то есть. И, значит, в конце концов она там не выдержала, подошла и дала ему пощечину. И у Акбара тут вообще все, он как, ну, думает, как так может быть, потому что это было еще, ну, скажем так, относительно те ведические времена, вот, хотя это уже Кали-юга, но все-таки. И он Бирбалу говорит, что это было? Бирбал говорит, это просто привязанность к его жене, то есть он привязан, поэтому она может делать с ним, что хочет. Вот. Он говорит, как? Ну вот так говорит, говорит, все, говорит, это самые мужчины практически находятся под влиянием своих жен. Не может быть. Акбар говорит, ну давайте соберем всех женатых мужчин, позовем во дворец и спросим. Ну и Акбар, значит, выпустил такой указ. Назначенный день собралась полная площадь, значит, мужчин. Все стали, ну, сказали, вот встаньте здесь, с этой стороны площади. И все стали там. И, значит, в какой-то момент Бербал говорит, значит, те, кто выполняет приказы своих жен, перейдите, пожалуйста, на другую сторону площади. И все дружными рядами перешли на другую сторону. Остался один человек. Акбар думает, ну не все потеряно, еще хотя бы один человек, который, ну, как бы самостоятельной жизнью живет. И он спрашивает, а ты, говорит, что не перешел? Просто, говорит, когда я сюда направлялся в царство, ну, мне жена сказала, говорит, ты куда идешь? Я, говорит, иду во дворец царя. И она мне, говорит, дала наставление, чтобы я не смешивался с толпой, поэтому я остался с этой стороны. То есть показатель того, что вот есть такая привязанность. Ну и как Бхактивинода Госвами Махарадж говорит в своих лекциях, говорит, мы на самом деле что должны делать? Привязываться к Кришне. Вот. Еще одна история. Это про то, как решили проверить уровень образования в индийских школах. Значит, министерство отправило инспектора в одну из школ, чтобы проверить уровень образования, который проводится в школах. Ну, и, значит, этот инспектор пришел, он пошел к директору и говорит, я вот какой-то инспектор, значит, я хотел бы сделать небольшой опрос ваших учеников. Мне дайте какой-нибудь класс. Ну, и он сразу позвал, значит, одного из руководителей классных, самый лучший класс выбрали. И они пошли все троем, значит, в класс. Пришли и представили, что это инспектор, проверяющий. И он задает вопрос. Он говорит, дети, скажите, пожалуйста, кто сломал лук Шивы? Тишина полная вообще в этом самом классе. И вдруг через какое-то время робко так одна рука поднимается где-то в конце, значит, в конце класса. Этот инспектор говорит, ну скажи. Он говорит, я не знаю, кто это сделал, но это был не я. И, значит, инспектор вообще в шоке от такого ответа. Он смотрит на классного руководителя. Тот растерялся. Он говорит, да это он сломал, просто он не признается. Тут инспектор вообще как бы, не знает, что сказать. Он смотрит, значит, на директора, и в глазах у него большие вопросики. Директор тоже растерялся, он говорит, а чего вы так переживаете? Кто бы его не сломал, говорит. Вы, говорит, когда будете бюджет составлять на следующий год, вы, говорит, давайте вычтем вот эту поломку из бюджета, и все, и мы вам компенсируем, говорит, не нужно из этого делать никакой трагедии. Вот. Ну, то есть, как это такой, как сказать, может быть, история полу такая анекдотичная, вот, но тем не менее интересная. Кто сломал лук Шивы?
Господи Рамачандра. Господи Рамачандра. Так, еще одну историю. Успею, наверное. Значит, один царь решил проверить уровень сознания своих подданных. И он что сделал? Он приказал ночью выкатить на середину дороги один большой, огромный камень. Ну, то есть посередине дороги. Он будет, ну, как мешает, как говорится, проехать и пройти. И сам переоделся и спрятался, значит, у обочины в кустах возле этого камня. Ну и начало светать уже. И, значит, подданные все поехали во дворец. И как только видит этот камень, конечно, начинают прославлять царя. Куда смотрит царь и так далее, и так далее. И так продолжалось практически и с утра, и до обеда, и после обеда. Царь уже вообще сидит, сам себе не рад, что он такое задумал, потому что у него уши аж вянут от всех тех прославлений, которые в свой адрес он получил за это время. Загрустил вообще. И тут едет одна повозка с запряженной быками. Ну, фермер вышел, обошел этот камень, посмотрел, что сделал? Взял, распряг этих быков, зацепил этот камень и утащил на обочину. Возвращается уже после сделанного, чтобы быков снова в телегу запрячь, и смотрит, там, где стоял камень, в этом месте, лежит большой кошелек. Он взял, открыл, он полный золотых монет и записка в нем, что написано, что того, кто преодолевает препятствия, ждет вознаграждение. То есть мораль такая, что мы все в жизни сталкиваемся, ну, на духовном пути, в обычной жизни, да, мы сталкиваемся всегда с разными трудностями какими-то, то есть на нашем пути всегда они возникают. Вот, и мы не говорим, что это проблема, мы их, ну, как скажем, расцениваем как некие задачи, которые нам Кришна посылает, чтобы мы их решили. Вот, потому что если мы постараемся как-то избежать их, увильнуть от этого, то они потом, знаете, как бумерангом. Мы от нее увернулись, она раз возвращается еще с большей силой и может нам, как говорится, попасть в самый неподходящий момент. Вот, поэтому нужно препятствия преодолевать и, ну, брать новую высоту. Вот, таким образом, наверное, так. Сколько у нас по времени, Драупади Матаджи? Харе Кришна, минута осталась. Еще минута осталась. Так, короткую историю какую-то не помню. Могу рассказать так. Такую историю. Значит, однажды, так, тигр позвал на охоту в лесу и волков. Ну, они поохотились, поймали оленя, антилопу и зайца. Устали. И после охоты, значит, тигр говорит: волк, давай дели добычу. Волк говорит: а что тут делить? И так все понятно. Ты самый большой, тебе олень. Мне, говорит, антилопа. Ну, а лисе зайца хватит. И тигр разозлился, ему бац лапой, значит, по гриве. И все, он тело оставил. И тигр смотрит на лису и говорит: лиса, ты дели сейчас добычу. Она говорит: ну, вы, наверное, устали после охоты. Вы сейчас покушаете, говорит, оленя, потом поспите, отдохните. Проснетесь, говорит, скушайте антилопу, ну и зайчика за щеку положите. Тигр говорит: а ты как? А я и мясо-то не люблю. Слушай, лиса, кто тебя так хорошо делить научил? Она говорит: опыт волка. То есть мы должны извлекать опыт, действительно, и здесь показано, как она учится на чужих ошибках. Лиса же мудрая. Вот, точно так же нам, если наши духовные учителя говорят, что так делать нельзя, или что-то такое, то лучше не экспериментировать, чтобы не произошло так, как с волком. Вот, лучше послушать и именно делать все правильным образом. Так, у нас вроде время подошло. Майпурешвари Радха Матаджи, Харе Кришна, наши поклоны. Харе Кришна, Калдея Прабху. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь новости от Матаджи Према Падмини? Вот уже видим. Харе Кришна.
Все, можно проводить. Мои Према Падмини матаджи здесь. Дорогие преданные, мы рады приветствовать Према Падмини матушку и Виджавина Гопала Прабу. Yes, he will also be coming. Харе Кришна. Примите, пожалуйста, наши почтительные поклоны. Вот, Devotees, наверняка все знают, Према Падмини матаджи. да, наверняка все преданные знают эту легендарную читу, которые являются старшими учениками его святейшества Джайпатак Свами Махараджа, и которые также по его наставлениям разработали модули Бхактиврикши и успешно на практике показали нам, как это все работает. All the Вот в devotees арабской. must know, я переведу, хорошо? Харе All the Кришна. devotees must know these legendary spouses who are the disciples of Jayapataka Maharaj and who have developed and introduced to the entire Vaishnava community the modules for Bhakti Vriksha programs. Да, и успешно развивается ятра, община, то есть не ятра, целая община, из минимум там 5000 человек. Вот это данные были за несколько лет назад, сейчас наверняка больше. Вот. И все община, каждый преданный относится обязательно к какой-то бхактиврикше там. And the Вся ятра community and the whole community, the whole yatra that they have developed, it includes over a few thousands of members. It was the statistics as of few years ago, and every member has a certain service, has a certain activity. да, пример того, как правильно развивается община. It's an ideal example of how a community should develop. Потому что каждый преданный обязательно получает заботу. Нет ни одного преданного, который бы не ходит на бхактиврикшу, не относится к какой-либо бхактиврикше. Because every devotee there attends some Bhakti Vriksha. There is no single devotee who is not attached to some Bhakti Vriksha group. Харе Кришна. Передаю вам слово. Please, the floor is given to you, Mother Prema Padmini. Thank you very much, Hare Krishna. Спасибо большое, Харе Кришна. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashadakya Chakshurunmilitamena Tasmai Sri Gurave Namaha Namo Om Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Shinte Jatav Swamaniti Namne Namo Acharya Padaya Nitaya Padaya Nikotapataya Yamtati Namo Om Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Shinte Bhaktivedanta Swamaniti Namne Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvisesha Srinivadi Paschat Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Akshaya Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna. So the Bhakti Vriksha program is based essentially on the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Программа Бхакти Врикши фактически основана на милости Господа Чайтаньи. Because we need to understand what is the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and and how he made people into devotees. Поэтому нам необходимо, жизненно важно понимать, каково настроение Господа Чайтаньи, каким образом ему удавалось приводить людей к сознанию Кришны. And then we will know how we can become more and more effective in making devotees. Если мы это поймем, то мы сможем быть более и более эффективными в том, чтобы приводить также людей к сознанию Кришны. So the Bhakti Vriksha is successful because it is based on relationships. Бхакти Врикша успешна лишь только потому, что она основана на взаимоотношениях. And we try to cultivate people first, first in teaching them practical devotional service. И прежде всего мы обучаем людей, каким образом практически служить Кришне. Что такое практическое преданное служение? And also that, we give a lot of care and develop loving relationships. И также мы
даем людям очень много заботы и развиваем любовные, любящие взаимоотношения. So normally what happens is we think that we need to cultivate people through first talking philosophy with them. Вы знаете, что происходит? Обычно мы считаем, что нужно развивать сознание Кришны благодаря обсуждению философии сознания Кришны. But Chaitanya Mahaprabhu, how he would preach is, he would first, whoever he met, he would first ask them to chant the holy names of the Lord. Но если мы посмотрим то, как это делал Чайтанья Махапрабху, то когда он встречал кого-либо, он прежде всего просил воспевать святые имена Кришны. And then after they took part in a little kirtan, he would embrace them. И только после того, когда они примут небольшое участие в киртане, он принимал их. And then, and look at them so lovingly. Он обнимал их и смотрел на них с такой любовью. So in that moment, they experienced so much love from him. И вот этот момент, когда они на собственном опыте ощущали такую огромную любовь с его стороны, And they were filled with Krishna Prema. и они были переполнены Кришна-премой. And they were fully convinced about Krishna consciousness. И поэтому они были полностью убеждены в сознании Кришны. So that means Chaitanya Mahaprabhu addressed the soul and not the mind. Это означает, что Чайтанья Махапрабху обращался к душе, а не к уму человека. And that is why it didn't matter what qualifications or lack of qualifications of people. Поэтому не имело значения для него, имел ли человек какую-то квалификацию или не имел. Because, in the earlier ages, Krishna gave knowledge of the Bhagavad Gita to very elevated souls. Вы знаете, Господь Кришна, Он передал знания Бхагавад-гиты очень возвышенным душам. And to kings and so on. Царям и так далее, подобного рода личностям. And he said that, whatever great men practice, common men will follow. И он говорил о том, что бы ни делала великая душа, обычные люди последуют его примеру. But Chaitanya Mahaprabhu wanted to give mercy to the most fallen people. Но Чайтанья Махапрабху хотел дать милость, даровать милость самым падшим душам. So he saw everyone from a very transcendental vision. То есть он смотрел на всех с очень трансцендентной платформы. And so much so that he even gave love for Krishna to animals. Так, настолько с такой трансцендентной платформой, что он умел давать любовь к Кришне даже животным. And so how did he? So Sankirtana was the first thing that he did. Actually, even though Chaitanya Mahaprabhu was a great scholar and he could defeat anyone in philosophy. Санкиртана это было то, что Господь Чайтанья дал самым первым делом, несмотря на то, что он был величайшим ученым, который мог победить любого. And he had asked his disciples to write all the, so many books on our philosophy. И он дал наставление своим ученикам написать столько книг по философии. But he himself, what did he do? He made first people into devotees through by convincing them through the heart. Но сам лично, как он приводил людей к сознанию Кришны? Он убеждал их в сознании Кришны, действуя через их сердца. Because when they develop their bhakti from their heart, then it's very easy to understand knowledge and also to become renounced. Потому что в чем дело? Когда человек получает сознание через сердце, когда он убежден именно через сердце, то получить знание, понять его и принять его становится очень просто. И также стать отреченным тоже легко. The essence of the Bhagavad Gita is in the 4 verses in the 10th chapter, right? Chatushloki. Вся суть Бхагавад-гиты изложена в стихе 10.4. And what does it say? That Krishna says that I am the source of all spiritual and material worlds.
И что там говорится? Кришна говорит: «Я источник всех духовных и материальных миров». And one who knows this, the wise man, he engages in my devotional service. И тот, кто понимает, осознает это, тот начинает вовлекаться и участвовать в преданном служении мне. And what do the devotees do? They're always talking to each other about Krishna and enlightening one another. И чем занимаются преданные? По факту они общаются друг с другом, обсуждая Кришну и таким образом вдохновляя друг друга. And he says that for one who's always talking like that, constantly engaged in, serving me with love, then I give the understanding by which they can come to me. И что он говорит? Действуя таким образом, когда человек действует таким образом с любовью ко мне, я ему даю понимание того, как вернуться ко мне. So practical service is very, very important. То есть практическое служение очень-очень важно. When a person is doing devotional service, Krishna says that I myself will enlighten him from within. Когда преданный выполняет преданное служение, говорит Кришна, то я лично его вдохновлю изнутри, дам ему понимание, сознание. And he says that to show them special mercy, I will destroy with a shining lamp of knowledge the darkness born out of ignorance. И давая ему особую милость, я факелом знания уничтожу все его препятствия в виде невежества. So we have to first engage people in devotional service. Поэтому прежде всего нам нужно вовлекать людей в преданное служение. Then it becomes very easy for them to understand knowledge. И затем для них будет очень просто и легко понять знания, философию. And how Chaitanya Mahaprabhu was engaging people through Sankirtana. И как Чайтанья Махапрабху вовлекал людей? Через санкиртаны. So, first, one thing is this Hare Krishna mantra, he went to the essence of everything, essence of Krishna consciousness. Прежде всего нужно понять, что Харе Кришна Махамантра – это суть всего движения Харе Кришна. So the essence of Krishna consciousness is, why are we in this material world? И суть заключается в ответе на вопрос, почему мы пребываем в этом материальном мире. It's because we don't want to serve the Lord. Причина в том, что мы не хотим служить Господу. We have rebelled against Him and we want to enjoy by ourselves. Мы восстали против Него и хотим наслаждаться независимо. So Chaitanya Mahaprabhu wanted to address only this issue in a very powerful way. И Чайтанья Махапрабху хотел ответить и хотел справиться вот именно с этим вопросом, очень могущественно. So that is why the Sankirtana movement is to engage everyone in chanting the names, begging the Lord to engage us in His service. Вот почему Санкиртана, движение Санкиртаны направлено на то, чтобы вопрошать Господа о том, чтобы Он вовлек нас в служение Ему. And how did He, first of all, during Sankirtan, people were very mesmerized by His beauty, by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Прежде всего, во время движения Санкиртаны люди были поражены, изумлены красотой Господа Чайтаньи. And because of His mercy, they got so much taste in chanting the holy names of the Lord. И, конечно же, благодаря Его милости люди получали такой огромный высокий вкус к воспеванию святых имен. So the two are inseparable. We need Chaitanya Mahaprabhu in order to chant Hare Krishna mantra. Поэтому два элемента нам необходимы для того, чтобы воспевать святое имя Харе Кришна успешно. Это милость Господа Чайтаньи. And how did He reach out to the hearts of people? He touched the hearts by His humility. И вторая вещь, каким образом Господу Чайтаньи удавалось дотронуться, коснуться сердец этих людей посредством Его сострадания. Because if you have to touch people's hearts or soul, you have to, how do you do that? Because the nature of the soul is to be very, very humble. Каким образом это удается, что кому-то удается дотронуться до сердца? Потому что
По той простой причине, потому что природа души, она очень смиренная. Because humility is not a material quality. Смирение – это не материальное качество. And so, Chaitanya Mahaprabhu, he would, or rather, one is Sankirtana, and then when he went on the South India tour, he was walking along the road all by himself, just with a servant to carry his things. Как-то, когда он был в туре по Южной Индии, он шел по дороге в абсолютном одиночестве, только сопровождаемый слугой, который нес его вещи. And whoever he met on the road, because he was singing and dancing, people would be attracted and they would follow him. Понятно же, что когда он шел, то он всегда воспевал и танцевал, и при этом люди всегда окружали его, толпы людей сопровождали. He would ask them to also sing the names of Krishna. И он всегда просил их также воспевать имена Кришны. And after some time, because they would be following him, after some time, he would stop and then he would embrace them. И поскольку всегда люди следовали за ним по пятам, в какой-то момент он останавливался, прекращал воспевание и начинал их обнимать. And he would feel great, they would all feel great love for Krishna. И все они переполнялись любовью к Кришне. So if you love Krishna, that means you have faith in him. You already know so many things because it's like you know the Lord. If you love him, then you know him. Поэтому, So если человек любит Кришну, то он уже знает его, он уже имеет веру в него. So then he would tell them, now you go and give this love to others in your village. И тогда Чайтанья Махапрабху говорил: теперь иди в свои деревни и раздавай эту любовь другим. And all the people who would meet him in the village, they would also get Krishna Prem or love for God just by seeing these people. И люди, которые проходили мимо, просто лишь взглянув на эти толпы, они также переполнялись любовью к Кришне. And then whoever came, and then these people would empower them, the new people, and tell them that you go now and give love to others. И люди, которые приходили в эти деревни, они также говорили: а теперь ты иди в свои деревни. И то же самое уполномачивай других, передавай это другим. So in this way, it just, it was a chain reaction. One set of people empowering another, and then they empowering others, just like the Bhakti Vriksha system. То есть, как вы видите, это подобно системе Бхакти-врикши, когда мы уполномачиваем, мы передаем полномочия и могущество, как по цепочке. And that is why, even though he was walking all alone, he made thousands and lakhs of devotees in South India. Поэтому ему удавалось, даже когда он шел в одиночку по какой-то дороге, ему удавалось вовлечь в это движение тысячи людей. When Nityananda Prabhu would go door to door to preach to people, house to house. Господь Нитьянанда хотел от двери к двери, ходил от дома к дому, проповедуя семьям. And he would put the straw in his teeth, like, animals. He said, I'm like an animal. I'm not even a human being. И он помещал соломинку между своими зубами и говорил: да я даже не человек, я подобный животному. And he would beg them, please chant the name of Krishna, worship Krishna, and become his devotee. И он молил их: пожалуйста, воспевайте имена Кришны, станьте его преданными, служите ему. Oh, just a minute. Ella? Минуточку, пожалуйста. And just a minute. And after they would go door to door, and he would beg them, and just seeing the people were so touched by his humility, and they would agree. И он ходил от двери к двери, и люди, видя его смирение, были настолько тронуты, что они соглашались. And and Chaitanya Mahaprabhu also, he would visit so many homes on his tour when he was walking along the road, because every day he would visit a temple and somebody would invite him home for lunch.
И Чайтанья Махапрабху сам лично тоже посещал очень много домов ежедневно, потому что когда он приходил в храм, то кто-нибудь обязательно приглашал его на обед. And most people thought that becoming a devotee means that you have to renounce everything and leave the home and family and go to the forest. А большинство людей тогда думали, что для того, чтобы стать преданным, необходимо отречься от семьи, покинуть все, оставить и уйти в лес. Because that's what people normally thought, that if you have to really serve God, then at home you cannot do that. Поэтому люди считали, что служение Господу означает, что я не могу этого делать дома. And the first home that he visited was a Brahmana named Kurma. И первый дом, который он посетил, это был дом Брамана Курмы. And he told Lord Chaitanya that, he was very much fascinated by Lord Chaitanya. And he said that, he was very successful materially. But he said that anyway, material life has so many problems. So I just want to come off with you. И Браман Курма, он был просто очарован Господом Чайтаньи, он был очень успешен с материальной точки зрения, и он также считал, что вся эта материальная жизнь, она чревата очень многим, сопровождается очень многими проблемами. Он хотел просто уйти с Господом Чайтаньей. But Chaitanya Mahaprabhu said, don't speak like that. You don't have to leave home. Но Чайтанья Махапрабху сказал, не говори таких вещей, пожалуйста, не покидай дом. You chant Hare Krishna Mahamantra, and also with your family, morning and evening. Воспевай Харе Кришна Махамантру вместе со своей семьей утром и вечером. And read the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. А также читай Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту. And do all your material duties in a very nice way so that you can serve, so that I will be pleased. И исполняй все свои материальные обязанности совершенным образом, так, чтобы я был удовлетворен. And you engage the results of your work, at least a portion of it, for preaching. Invite people home and serve them, teach them Krishna consciousness. И посвящай плоды своего труда, по крайней мере, часть этих плодов, на то, чтобы служить мне. Приглашай людей в свой дом, проповедуй. And give some donation to people who are preachers of Krishna consciousness. А также давай пожертвования тем, кто проповедует сознание Кришны. Then you don't have to go out looking for me. I will come and live with you. I will never leave you. И тогда тебе не придется ходить за мной по пятам, искать меня, потому что я буду пребывать с тобой, я тебя никогда не покину. And so this was with the materialistic people whom he respected. He gave so much respect and love that people were touched in their hearts. То есть вот такие истории происходили с Господом Чайтаньей и абсолютно материалистичными людьми, которые были настолько тронуты Господом Чайтаньей и его отношением к ним. Not just materialistic people, but even hardcore Mayavadis or impulseless philosophers who are very hard-hearted. И это касалось не только материалистов, это касалось даже майявади и имперсоналистов, которые были очень жесткосердечные люди. If he wanted, he could have just defeated them in an argument. Если бы он хотел, он бы мог победить их в любом споре. But then he didn't want to simply defeat them, but he wanted to win them. So he was very humble, and seeing his humility, even the Mayavadi impulseless were very much attracted to him, and then they started asking questions in a very respectful way. Но он не хотел их побеждать, он хотел покорить их сердца. Поэтому майявади, имперсоналисты были очень привлечены Господом Чайтаньей и задавали ему множество вопросов в очень уважительном манере. And in that one sitting, they just surrendered to him. And in that just one meeting, they all surrendered to him and became his. И как-то была даже одна встреча у Господа Чайтаньи и имперсоналистов в майявади, когда они все за одну встречу предались ему. So this happened in a place called Banaras in East India. And what happened was those impersonalists were criticizing him very much. Это произошло в Бенарисе, в Восточной Индии, когда изначально эти имперсоналисты очень жестко
критиковали Господа Чайтанью. They said he's a sentimentalist. He's just singing and dancing. He's not explaining or reading any philosophy. Они говорили, да он сентименталист, поет и танцует, не читает никакой философии, не изучает. And just by interacting with Chaitanya Mahaprabhu, their hearts just changed, melted, and they accepted his, accepted him. И лишь однажды, пообщавшись с Господом Чайтаньей лично, их сердца размякли, размягчились, и они приняли его. So apart from this, Chaitanya Mahaprabhu gave a lot of love and care to the people, to the devotees. Кроме этого, Господь Чайтанья дарил свою любовь и заботу людям и преданным. During his South India tour, he met with a Brahmana named Vasudev Datta. Во время своего тура по Южной Индии он встретил одного брамана, его звали Васудева Датта. And he had leprosy in his body. И он был поражен, у него была вот эта вот болезнь кожная. But he was an extraordinary person. Whenever the worms, yes, whenever the worms, yes, но он был невероятной личностью. Whenever any germs would fall out from his body, he would pick up and put it back on his body, saying that, this is food for the worms. So he was a very compassionate person. Его кожа была поражена проказой, он болел проказой. И всякий раз, когда червячки выпадали из его ран, он подбирал их обратно и клал в свои ранки. And he had come to see Chaitanya Mahaprabhu, but what happened was Chaitanya Mahaprabhu had already left. So he was lying down on the ground and weeping very much. He wanted to see the Lord. И он отправился к Господу Чайтанье, но когда он пришел туда, Господа Чайтаньи уже там не было. И он повалился на землю и стал рыдать. So the Lord walked back a long distance just for him, and he came there. Yeah. И Господь проделал огромный путь обратно для того, чтобы встретиться с ним. And he lifted him and he embraced him. И он поднял его и обнял. And so, in that one moment, what happened? His body, the disease completely left him, and he got a beautiful body. И в одну минуту, в одно мгновение все его тело преобразилось, оно стало прекрасным, проказа исчезла. And later, he was living with the devotees in Bengal, but he was very compassionate, and this Vasudev Datta would spend all his money just in the beginning of the month for different charitable purposes, and he would not be left with any money for the rest of the month, and he had a family to maintain. И Васудева Датта, он жил с преданными тогда в Бенгалии, и он тратил деньги, отдавал пожертвования, очень много жертвовал, и в начале месяца так случилось, что он все раздал, а денег у него не осталось, а семью нужно содержать. So Chaitanya Mahaprabhu used to advise him, you are a grihastha, so you need money, you have to save it. И Господь Чайтанья посоветовал ему, сказал ему, ты же грихастха, ты должен экономить, ты должен собирать деньги. And but because he was not able to manage, he was very bad with managing his finances. Chaitanya Mahaprabhu personally instructed Shivananda Sen, a businessman devotee, to help him with managing his finances. Но поскольку Васудева Датта был не очень хорош в управлении финансами и так далее, Господь Чайтанья лично ему помог, отправил одного преданного, который хорошо разбирался в этом, чтобы тот помог Васудеве Датте. And Srivas Thakur also helped him by, asking him to stay inside his, inside the compound. He gave him a place to stay. И Сривас Тхакур также ему помог, он ему обеспечил жилье. So you see how Chaitanya Mahaprabhu also cared for the welfare of all the devotees. То есть видите примеры того, как Господь Чайтанья заботился о благополучии своих преданных. Another thing that Chaitanya Mahaprabhu showed was he really gave a lot of emphasis to serving Vaishnavas.
Также Господь Чайтанья очень большой акцент делал на служение вайшнавам. Whenever devotees, especially visiting devotees from Bengal, before going, they would ask Chaitanya Mahaprabhu, how can we advance in Krishna consciousness? Когда преданные, особенно преданные из Бенгалии, задавались вопросом, как нам продвигаться, развиваться в сознании Кришны. And Chaitanya Mahaprabhu would say, chant Hare Krishna and serve the Vaishnavas. И Господь Чайтанья отвечал: воспевай Харе Кришна мантру и служи вайшнавам. And so they would ask, how do we recognize who is a Vaishnava? И они задавались тогда следующим вопросом: а как же мы узнаем, распознаем вайшнава? So he would say that anyone who chants even once the name of Krishna is a Vaishnava and you should serve him. И Господь Чайтанья говорил: тот, кто произнесет хотя бы единожды имена Господа, это вайшнав, служите ему. And another time he said a Vaishnava is one who makes devotees, other people into devotees. And another time he said Vaishnava is one who just by seeing him, you feel like chanting Hare Krishna. В следующий раз он ответил, что преданный – это тот, кто умеет приводить людей к сознанию Кришны. А в следующий раз он ответил на тот же самый вопрос, что вайшнав – это тот, от вида которого вам хочется уже воспевать. I don't hear, no hear. So that means from ABC to GBC, everybody we should serve. Поэтому от самого начинающего преданного до GBC, до членов GBC, нам необходимо служить всем. And he personally, Chaitanya Mahaprabhu, what he would do when he was a young boy, Nimai Pandit, he would go to the bank of Ganga and all the Brahmanas, Vaishnavas, they would all be bathing there, the devotees. And he would, their clothes will be on the banks of the river. So he would take their dhotis and wash them with the water and put them on the grass for drying. И когда Господь Чайтанья был еще малышом, когда он был Нимай Пандитом, он отправлялся на берег Ганги, там, где браманы и преданные принимали омовение, и он брал их одежды, дхоти, собирал их, стирал и раскладывал на траве, чтобы они сушились. And then, because it would dry up quickly, then he would fold it up and he would keep it ready for the devotees when they came out after their bath. И поскольку погода позволяла одежде высохнуть очень быстро, он аккуратно ее складывал и ждал, когда браманы выйдут. And then, he would, if they had something to carry that was heavy, he would offer to carry it for them up to their house. И если у браманов и у преданных было что-то тяжелое с собой, какая-то ноша, то Нимай Пандит предлагал им донести эту ношу вплоть до самого дома. And in Jagannath Puri, as a sannyasi, he would personally serve prasadam to all the devotees. И в Джаганнатхапуре, будучи саньяси, он служил и раздавал прасад всем преданным. Even before he started eating, he wanted to serve all the devotees. Прежде чем он начинал сам вкушать прасад, он служил и раздавал прасад всем преданным. But of course, the devotees wouldn't start eating until Chaitanya Mahaprabhu first started eating. Но, конечно же, преданные не начинали вкушать прасад до того, как начинал вкушать прасад Господь Чайтанья. So it is very important that we engage people in doing service to Vaishnavas. Поэтому очень важно вовлекать людей в служение вайшнавам. Then very quickly they get a taste to chant Hare Krishna and they develop their faith and love for Krishna. И тогда они очень быстро разовьют вкус к воспеванию святых имен Харе Кришна и вкус к служению. So, and the special thing is that Chaitanya Mahaprabhu asked in all the homes that he visited, he told them that you have to preach. That means he was engaging grihasthas in preaching. И куда бы ни ходил Господь Чайтанья, он всегда грехастх просил: пожалуйста, проповедуйте. So he did not disqualify anyone. He actually empowered everyone. He said that all of you should preach.
Он никого не дисквалифицировал, никого не разграничивал. Вообще-то он уполномачивал и давал вот это могущество всем проповедовать и говорил, все вы должны проповедовать. Because in the Bhagavad Gita, Krishna says that somebody who explains this Bhagavad Gita, the principles of Bhagavad Gita to others, is my dearmost devotee. Потому что в Бхагавад-гите Кришна говорит, тот, кто объясняет, тот, кто проповедует принципы Бхагавад-гиты другим, это мой самый дорогой преданный. And so this Chaitanya Mahaprabhu's method of preaching is, it is not just giving a lecture, but talking to people and convincing them about chanting and, engaging people in devotional service. Поэтому метод проповеди, который дает Чайтанья Махапрабху нам, это не просто давать лекцию, это разговаривать с людьми, это убеждать людей о воспевании, прославлении Господа и вовлекать их в служение. By sharing your own experience and by your example, you can inspire people. Когда вы делитесь собственным опытом, своими примерами, вы можете вдохновлять таким образом людей. And this is the amazing thing that he empowered even women to preach. И это удивительно, потому что он уполномачивал и убеждал даже женщин проповедовать. And that is why he said Grihasthas should preach. И действительно, он говорил, вы грехастхи, вы должны проповедовать. In earlier times, it was only some brahmachari or sannyasis that were engaged in preaching. Ранее, до него, исключительно брамачари и саньяси участвовали в проповеди. But Chaitanya Mahaprabhu's mood and method is so nice that everyone can be engaged, and especially women, because they can, give love and care to people more easily. Но настроение и метод проповеди Господа Чайтаньи настолько удивительный, настолько дающий вдохновение людям, особенно женщинам, потому что женщины могут особенным образом делиться любовью и заботой. Because he was a sannyasi, he was not able to, interact with women. Потому что он же был сам саньяси, он не мог сам лично общаться с женщиной. But to Nityananda Prabhu, he told him that I want you to go and preach all over Bengal. And for that, first he said, you get married. Но Господу Нитьянанде он лично сказал, я хочу, чтобы ты проповедовал по всей Бенгалии, но для этого ты должен сначала жениться. So this is another amazing thing that Chaitanya Mahaprabhu showed how, being with your family is not an impediment in serving the Lord. Таким образом, Господь Чайтанья показал, что семейная жизнь на самом деле это не препятствие для преданного служения. And his method was to touch people's hearts with selfless love. И его метод заключался в том, чтобы затронуть сердце человека благодаря самоотверженной любви. And so the whole actually Nadia, or the place of Chaitanya Mahaprabhu's birth, Bengal itself was very, very materialistic at that time. В те времена место явления Господа Чайтаньи, Надия, было очень материалистичным. And it is amazing that Chaitanya Mahaprabhu, with the Sankirtana movement, he converted the entire Bengal became, devotees of Gaur-Nitai, and every home was chanting Hare Krishna mantra. И это удивительно, каким образом Господу Чайтаньи удалось всю Бенгалию сделать преданными. Всю Бенгалию они стали воспевать имена Гаура Нитай, Господа Кришны. So from this we can understand that Sankirtana is so powerful. И это нам дает понимание того, насколько могущественна Санкиртана. And talking about Chaitanya Mahaprabhu to them, showing them the photo of Chaitanya Mahaprabhu and sharing pastimes about him will really touch people's hearts. И если мы будем делиться историями о Господе Чайтаньи, показывать его фото, рассказывать о его деяниях, то это способно затронуть до глубины души. And embracing people also
is very, very, it helps people develop that sort of enthusiasm and happiness to surrender to Krishna. И принятие людей, объятие людей помогает принять и предаться Кришне. So there are, we know from how Chaitanya Mahaprabhu made devotees. He was always embracing not only the close devotees, even new people. He would always embracing them. И мы знаем, как Чайтанье Махапрабху удавалось привести людей к сознанию Кришны. Он обнимал их, он принимал их. И причем не только в своих близких преданных, но и абсолютно незнакомых. One Bhakti Vriksha couple, they shared it with me that they were having Bhakti Vriksha members who were a couple coming, and the husband was very interested, but the wife was not very interested in Krishna consciousness. И одна семья, которая ведет Бхакти Врикша, она рассказывала, что к ним пришли участники, их подопечные Бхакти Врикши, где жена была не очень благосклонна к сознанию Кришны, а муж был вдохновлен. So this Bhakti Vriksha Mataji, the leader, his wife, the leader wife, she was talking very nicely to her and giving her a lot of embraces every time. И лидер этой Бхакти Врикши, супруга, она постоянно общалась с вот этой женой, своей подопечной, постоянно ее обнимала. And she said that very soon she changed and she became very serious, and then she also became a leader. И очень скоро перемены не заставили себя ждать, и вскоре эта женщина стала также лидером Бхакти Врикши. So that is, apart from, we have all, very powerful and easy methods to win over people's hearts. То есть это такой могущественный и одновременно простой метод того, как мы можем дотронуться, достичь сердец людей. So for our preaching, we'll see that if we chant japa together with all the devotees in the morning, with the members, then they advance very quickly. Также по опыту мы знаем, что если мы читаем джапу совместно со всеми участниками, со всеми подопечными по утрам, то это прогресс будет очень быстрый. You can give them a window of time, like say, I don't know, I'm just giving an example. You can decide what is possible. Say from 4 to 7 or 4 to 7:30, you keep it open on Zoom. Anyone can join in and do japa together. Можете, например, сказать, что вот в такие-то временные рамки, как пример, например, с 4 до 7, можете зайти в Zoom в любое время, и мы вместе повоспеваем святые имена. Then, because people, even if they want to chant and are chanting at home, are struggling because his mind is very powerful and they're not able to control it. Даже несмотря на то, что у человека есть желание, стремление к чтению джапы, могущество ума непреодолимо. And somehow, when they come together, what happens is, when you're with other people, the mind is in the background. It's not very active. И что происходит, когда мы собираемся вместе? Когда мы в группе, то ум не так могуществен, он остается словно на задворках. And so the chanting becomes much more attentive. И тогда воспевание становится гораздо более внимательным. And not only that, they develop a discipline, a same time every day to be regular in their chanting. И кроме того, это дисциплинирует, когда ты знаешь, что в одно и то же время, в таком-то месте, вместе собираемся и воспеваем. Then we have to promote Lord Chaitanya Mahaprabhu to them. И также нужно продвигать перед ними личность Господа Чайтаньи. So we have so many pastimes, you can share it with them. Столько есть деяний, игр Господа Чайтаньи, с которыми можно делиться с ними. And the other thing is to make Bhagavad Gita very practical for them. Еще одна вещь очень важная. Очень важно давать Бхагавад-гиту людям в очень практичном ключе. Because there are so many problems that people face in their lives, and
how does we have to discuss with them how the principles of Bhagavad Gita can help them solve the problems. Потому что сейчас у людей столько проблем в их жизни, и нам необходимо, важно показывать, каким образом принципы Бхагавад-гиты могут помочь разрешить их реальные жизненные проблемы. Maybe attachment to some sinful activity, Может быть, одной из проблем является то, что они совершают какую-то греховную деятельность, or overcoming negative traits like, anger. How do you manage anger? How not to get angry? то есть как справляться с этими привязанностями, а также проблемой может быть какие-то негативные качества характера, например, эмоции, такие как агрессия, гнев. Как справляться с гневом? How to overcome stress, Как преодолевать стресс? and how not to be hurt by material insults. Каким образом не подвергаться оскорблениям, не быть затронутыми оскорблениями? How to be a good parent, Как быть хорошими родителями? all on the basis of the Bhagavad Gita. И все ответы можно черпать на основе Бхагавад-гиты. Because the Bhagavad Gita takes us to a spiritual platform, that we're not the body and we're the soul, and it gives us a spiritual perspective of life. Потому что Бхагавад-гита автоматически поднимает нас на духовную платформу и показывает нам те ответы, которые исходят с платформы того, что я не есть это тело, я душа. So the whole perspective changes, and about how we look at things, and then we are able to overcome the problems. То есть сама перспектива, само видение, угол зрения на проблему меняется автоматически, и мы можем ее разрешить. So, and then, of course, a lot of engaging them in services. Также очень важно, естественно, вовлекать их в служение. And giving a lot of care about their personal lives, and in counseling them. И давать им большую заботу в решении их каких-то личных проблем, консультируя их. And having like picnics and so on, where gives us an opportunity to come close to them. Организовывать и проводить совместные пикники для того, чтобы сблизиться. And of course, we want to engage everyone in preaching, because that is Jivadaya. People have to become compassionate towards the suffering of others. И, конечно, нужно их вовлекать в проповедь, потому что проповедь – это дживадоя, который развивает сострадание к другим живым существам. So now with this corona problem, the social media has become an important way in which to reach out to new people. Сейчас со всей этой ситуацией с коронавирусом СМИ стали очень важной платформой для того, чтобы проповедовать людям. And through the Facebook, we can, we can involve all the members also, in making short videos. They can share what they enjoy, how their life changed by coming to the Bhakti Vriksha. И также благодаря, например, платформе Facebook можно вовлекать всех своих подопечных для того, чтобы те делились, как в связи со всей этой ситуацией изменилась жизнь людей. How they came to Krishna consciousness. Как в жизни участие в Бхакти Врикше помогает, как они пришли в сознание Кришны. Or why they like chanting Hare Krishna Mahamantra. Или почему им вообще нравится воспевать мантру Харе Кришны. Or some vegetarian cooking videos. Можно также организовать вегетарианские кулинарные курсы. So like this, so many people can get engaged, and we have a nice Facebook page. Then through that, we can reach out to many, many people. То есть очень много на самом деле возможностей сейчас, благодаря которым мы можем вовлечь очень много людей, в том числе через страничку в Фейсбуке. So this is so we need to popularize Chaitanya Mahaprabhu very much. То есть нужно популяризировать Господа Чайтанью. Because hearing about his pastimes really make people
very happy and joyful. Somehow their souls become very blissful when they hear Chaitanya Mahaprabhu's pastimes. Потому что одно лишь только слушание о играх и деяниях Господа Чайтаньи наполняет сердца радостью и счастьем. And they will make very good progress if you share. И если вы будете делиться такими историями, они будут прогрессировать, люди будут развиваться очень быстро. And from quite the beginning itself, you can give them photo of Gaur Nitai, nice paintings and you can ask them to just chant in front of them, offer them some flowers, fruits, etc. So then they make very fast advancement. И прямо с самого начала ваших встреч вы можете дарить им изображения Гаура Нитая и говорить, что вы можете воспевать святые имена, прямо глядя на эти изображения, предлагать им цветы и фрукты, и таким образом они будут прогрессировать стремительно. So, any questions? My husband will also speak. Okay, any questions so far? Какие-то вопросы появились? Yes, they have a few questions. Okay. Shall I read them out? Yeah. Yes, yes. A question from Sergey from Aktobe City. He's saying, Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna says that if a person makes a step forward to me, then I will make a step forward to him as well. 10 steps. I was taking certain steps towards Krishna by conducting Bhakti Vriksha, by having Bhakti Vriksha, and by serving in the yatra. But after a while, I'm reluctant. I became reluctant to do any service, including Bhakti Vriksha. And I haven't finished Bhakti Vriksha. And now I'm not willing to continue the path of Bhakti. What shall I do to bring back that initial original enthusiasm? What is the reason that you don't want to do it? Вопрос: по какой причине у вас пропало желание? What did you not like in your service? He's saying, he continues, I mean that I don't want to chant japa. No, I don't want to practice. I keep chanting japa, but I feel as if I am exploited. I've been exploited. I've been used. So I don't feel that Krishna had made any steps forward to me. So I'm really sorry for being that straightforward. What were you expecting by doing the devotional service? What did you want from Krishna? Вопрос такой: чего вы ожидаете от своего служения Кришне? Что вы хотите? Сергей, вопрос вам. No answer so far. Okay, so actually devotional service is a great mercy given by the Lord to us. Вообще само по себе преданное служение – это уже и есть огромная милость, дарованная нам Господом. Because by doing devotional service, we are coming closer and closer to the Lord until one day we can actually see Him with our eyes. Потому что, выполняя преданное служение, с каждым днем мы все ближе и ближе приближаемся к Господу до того момента, пока мы не увидим Его собственными глазами. So it's like a rope being thrown to us to save us from this material world. То есть преданное служение подобно веревке, которая брошена нам из духовного мира сюда, в материальный мир, благодаря которой мы можем выбраться отсюда. So there is no question of exploitation. It is not like material work where somebody is, enjoying at your cost.
Поэтому нет вообще вопрос об эксплуатации вообще здесь не стоит, что кто-то, как подобно в материальном мире, эксплуатирует вас и наслаждается за ваш счет. And devotional service is under the energy of the Supreme Lord, internal energy of the Yogamaya Shakti. So it is connecting us to the Lord. И преданное служение, оно находится, оно как бы курируется внутренней энергией Господа, Йога-майя Шакти. It is not like ordinary work. Поэтому преданное служение не является обычной деятельностью. And especially if you are doing Bhakti Vriksha and helping other people become devotees, then Krishna is very, very happy. Особенно если вы проводите сами бхакти-врикшу и способствуете тому, чтобы люди приближались к Кришне, то Кришна очень-очень доволен. So, but we should not do business with Krishna. That Krishna, because that Krishna wants us to do just because we love him. Но нам не нужно торговаться с Кришной и говорить, что Кришна, я тебе это, ты мне то. And Krishna says he will reciprocate by loving us and taking care of us. Нужно делать все из любви к нему, и Кришна говорит, что он ответит взаимностью. And we have to allow him to take care of us the way he sees best. И нам нужно позволить Кришне позаботиться о нас таким образом, каким он считает нужным. We don't know what is best for us. Мы не знаем, что лучшее для нас. And many times we may misunderstand what Krishna wants to do with us. И зачастую мы неправильно понимаем то, каким образом Кришна хочет, что он хочет, чтобы мы сделали. And later on we will understand, oh, whatever Krishna did was perfect for me. И только лишь спустя какое-то время мы понимаем, то, что Кришна сделал в моей жизни, это было для меня идеально. So we mustn't lose heart like that. We shouldn't distrust Krishna. Поэтому нам нужно думать вот таким образом, и нужно избавиться от недоверия к Кришне. By doing Bhakti Vriksha, so many of our sins and offenses are being burnt off. Исполняя наше преданное служение, столько оскорблений сгорает. And we are making very quick advancement in Krishna consciousness. И мы совершаем стремительный прогресс в сознании Кришны. So you're very, very fortunate to get this opportunity, and you must once again thank Krishna and engage in devotional service with great enthusiasm. Поэтому вам нужно очень-очень поблагодарить Кришну за эту уникальную возможность, величайшую возможность, и взяться за это служение, вернуться к нему с большим энтузиазмом. And you should chant Hare Krishna mantra with the other devotees also every day on Zoom. И вам очень важно воспевать совместно Харе Кришна Махамантру с другими преданными на платформе Zoom. Then you can overcome your mind. И тогда вы сможете победить свой ум. Is that okay? Отвечает ли это на вопрос? Did the devotees say anything? No comments so far on this question, but there is another one. Shall I read it out? Mm-hmm. Yes. Матаджи, Yes. извините, я вот хотела предупредить преданных, что вы свои вопросы успели задать до 16:25. Ага. Потом уже на обсуждение. They need to ask the questions before 4:25, so that you could have time to answer those questions. Okay, that was the announcement. And now the next question. Hare Krishna. Asiya Ahmetova is asking, would you mind answering, please? What shall I do if the parents request me to cook them meat? Shall I cook meat for them? See, when you take initiation, it is a lot of bad karma, so you should try to avoid that.
Вопрос такой, скажите, пожалуйста, если родители просят готовить им мясо, нужно ли это делать? Если вы уже приняли инициацию, то нужно понимать, что вот эта готовка мяса, она сопряжена с очень плохой кармой. Is there some way you can avoid it? Can you not substitute by, but if it is impossible, you can make, no, can you get away with it? Can you cook vegetarian food instead for them? Можно ли вообще избежать этого? Можете ли вы готовить вегетарианское, заменить чем-то мясо? But the question is, if the parents request, they demand, ask, cooking it. Mm-hmm. And they're not yet initiated, right? This devotee? Это преданная инициированная, либо нет? Асия Ахметова. No, she's not. Okay. So maybe for some time, if it's impossible, I mean, you can get them, you can do Sankirtana with them and try to, share about Chaitanya Mahaprabhu and try to make them devotees. Нужно прежде всего проводить совместное воспевание с ними, санкиртану, рассказать о читании Махапрабху и стараться привести все-таки их к преданному служению. And also share some teachings of the Bhagavad Gita. And if you think that they can become devotees in the future, then for some time, if you cook non-vegetarian, then with the hope that, they will change. Если вы видите, что все-таки надежда есть, что они станут преданными, тогда вот совместно воспевая, вы можете какое-то время готовить не вегетарианскую еду. But if they are not, and they demand, then you have to excuse yourself because it's very bad karma. Но если вы не видите, что такая возможность есть, что они могут стать таки преданными, то нужно все-таки отказаться от этого, потому что это очень плохая So you карма. can try to show them the videos about the bad things about being a meat eater. Постарайтесь показать им те видео, которые очень нелицеприятно показывают результаты мясоедения. And the benefits of being a vegetarian. И видео, в которых показывает польза от вегетарианства. And how the corona itself has come because of, as a reaction to people killing animals. И укажите также на то, что сам даже вот этот коронавирус, он пришел как реакция на то, что люди убивали определенных животных. And you share with them how you can't, whenever you see meat, you are reminded of how much pain the animal has gone through. Объясните им свои личные ощущения, что каждый раз, когда вы приходится работать с этим мясом, какие у вас ощущения возникают, что это у вас рождает вот эти ощущения боли, несчастья животных. So you should try to avoid it. Вам нужно всячески пытаться избегать этого. Is that okay? Отвечает? Да, спасибо большое. Yes, thank you so much. Next question. Mm-hmm. From Kamala Kanti Devidasi. Hare Krishna, my obeisances to everyone. My question is, how shall I take care about the spiritual development, spiritual progress of my juniors, of my members, Bhakti Vriksha members, taking into account their material challenges? Because new people, when they join our groups, they are very absorbed, their minds are absorbed into this material life. Mm-hmm. How should I take care of their spiritual progress? See, you have to first win them over with a good relationship, calling them up and, encouraging them in their chanting and so on. Also, inquiring about their well-being and making some small talk. In this way, build a close relationship with them. Это можно делать благодаря тому, что мы устанавливаем, выстраиваем по кирпичику крепкие гармоничные отношения с ними. Через то, что вы интересуетесь их благополучием, их жизни, то, что вы как-то их подбадриваете, вдохновляете, звоните им, общаетесь.
And initially, they may tell us a lot about their personal lives and so on. But if we listen very attentively, then they are very happy. И вначале приготовьтесь к тому, что они будут очень много говорить о своей материальной жизни. Но если вам удастся выслушать их до конца очень внимательно, то это их очень удовлетворит. And they develop a lot of trust towards us. И у них разовьется глубокое доверие к нам. And we also get to know a lot about them so that we can help them overcome their problems. И также это будет возможность познакомиться с ними также очень близко для того, чтобы помочь им. And then, because you have a close relationship, then they will agree to so many things, like, doing japa together and so on. И благодаря вот этим выстраиванию близких отношений, они будут соглашаться на многое. Они будут согласны вместе воспевать джапу, например. And when the corona is over, you have once in a way picnics with them. Когда коронавирус закончится, можно организовывать пикники раз в неделю, например. And also engage them in some service, every week when you meet to do some service or any other help for your preaching or whatever. Engage everyone in doing some service. И очень важно вовлекать всех и каждого в какое-то служение раз в неделю, делать что-то совместно. Это очень важно. And give all of them a photo of God Nitai and ask them to keep it in an altar and just, offer flowers and whatever they can offer, fruits, and in this way chant before them. This is very powerful. Очень могущественный метод. Подарите им изображение Гаура Нитай, попросите их, чтобы они установили это, поставили на своем алтарике или где-то, и чтобы они предлагали фрукты и цветы. Это очень могущественно. And of course, you should have regular Siksha seminars so that they keep progressing, from one level to the next systematically. И очень важно, конечно же, проводить шикша-семинары, чтобы они прогрессировали, переходили от одного уровня к другому. Next. Yes. Anuraga Radhika Devidasi is asking, if the servant leader has certain difficulties and problems, how should he or she behave before or among other group members? What kind of problem? Какого рода сложности, какого рода трудности испытывает слуга-лидер? Ануга Радхика. Харе Кришна, Према Падмини матаджи. Hare Krishna. Но есть проблемы, например, в уме, какие-то проблемы в вере, например. Это же бывает. For example, some mental problems in the mind or some problems with my faith. It happens, right? Yes. So they must talk with their senior lead devotees and, take help from them, not tell the juniors about it. Такому слуге-лидеру важно поговорить, пообщаться со старшими преданными, обсудить этот момент, но не делиться этим с младшими. Because new devotees, they will be disturbed. Потому что это будет сбивать с толку, это будет будоражить умы молодых преданных. They want help from us. And if you say that I myself need help, then, they will think, they'll be confused. Они ожидают помощи от нас и поддержки. А если мы скажем, что мы сами полны проблем, то они будут сбиты с толку. Did I answer the question? Отвечает ли это на вопрос? То есть, получается, если нет возможности решить пока проблемы, получается, нужно приостановить общение на какое-то время. Should I suspend for a while my association with juniors until I resolve all the challenges and problems? Should I do like that? Maybe you can have an assistant and you can ask them to continue with the Bhakti Vriksha while you are taking a back seat for some time. Может быть, вам стоит попросить кого-то поассистировать вам, чтобы кто-то проводил Бхакти Врикшу, а вы бы посидели рядом, например.
Because if you discontinue, then, you know, the people lose in touch and then they will go away. Потому что если вы прекратите какие-то связи с ними, да, контакты, то люди потеряют энтузиазм и не вернутся затем. Is that possible? Возможно ли такой вариант? На данный момент пока не знаю, но я буду думать. Спасибо большое. I am not sure, but I will think about it. Thank you so much. If you have your sector leader, then the sector leader can help you. Если у вас есть лидер сектора, тогда вы можете обратиться к нему, возможно, он поможет вам. Хорошо. Окей. Можно вопрос, Хари Кришна? А вот здесь вот вопрос от Эльмиры Матаджи. Okay. Эльмира Матаджи is asking, what if the people are not willing to listen about Chaitanya Mahaprabhu? Why will they not listen? Have you not told them about Krishna? А вы не рассказывали им о Кришне? Почему они не будут слушать? You told them about Krishna. They didn't know anything about Krishna and they accepted. Why will they not accept Chaitanya Mahaprabhu? Вы рассказали им что-то о Кришне, о том, о ком они ничего не знали. Почему они должны отвергать знания о Чайтаньи Махапрабху? Нет, я говорю про родителей. Родители же не хотят слушать о Кришне. Ой, о Чайтаньи Махапрабху. И о Кришне тоже. The parents are not willing to listen about Chaitanya Mahaprabhu. Родители? Ну вот вы говорите насчет мяса, что они мясо хотят есть, а вы говорите, ну расскажите про Чайтаньи Махапрабху. Но они про Чайтаньи Махапрабху не хотят слушать. Elmira Mataji, who asked the question about meat, cooking meat for the parents. This is the question, that those parents are not willing to listen about Chaitanya Mahaprabhu. Вы с казахпыз? We are Kazakhs, you know. Okay. We want to eat meat. Okay. So, мы же казахи, мы хотим есть мясо, говорит Эльмира Матаджи. Can you not, other than meat, you can say, I'll cook everything else for you and, you know, but meat you can please cook yourself. Is that possible? А вы можете так сказать, я для вас буду готовить все, что захотите, но только не мясо, пожалуйста. Вы можете так сказать? Ну, могу, но они же не будут есть. I can, but they will not eat whatever I cook. То есть они будут, но потом скажут, а еще мясо дай. No, they will eat whatever I cook, but they will say, can we have meat now? So you have to educate them about what is so bad about meat. Вам нужно давать им образование, вам нужно обучать их, учить о вреде, передавать им знания о вреде мяса. There's a lot of literature available about, you know, why human beings should not eat meat, even scientifically, how the bodies are not meant to eat meat. Сейчас столько литературы, даже с научной точки зрения, где объясняется, что наше человеческое тело не настроено на то, чтобы есть мясо. And how we are getting so many diseases because of eating meat. И сколько заболеваний мы зарабатываем благодаря мясоедению. And how, you know, the animals go through so much pain. You can show them a video in which animals are slaughtered and what is the kind of situation they are kept in, how they are treated, and how, you know, so much pain they are undergoing. И животные, они подвергаются таким страданиям, когда их убивают на бойнях. Есть множество видео на эту тему, где можно показать, как они страдают. So in this way, you say that I can't, when I think of all the pain that we are giving, I don't feel like cooking it. То есть вы можете сказать, что когда я представляю себе, через какие страдания приходится проходить всем этим животным, я просто не могу готовить. So you tell them for 1 week or maybe 2 weeks, we will try vegetarian food and you see how it is. Скажите им, давайте 2 недельки эксперимент проведем и попробуем есть только вегетарианское, а там посмотрим. And if they are okay,
they are okay, I mean, they manage to do that, then you can extend it. Okay, we'll try another 2 weeks. И если они справятся с этими 2 неделями, можно продлить срок, сказать, ну давайте еще на пару недель. And by that time, hopefully, then you can say, I think now you can live without meat. You're quite happy without it. И если они справятся и с этими дополнительными 2 неделями, то можно будет совсем быть. Because it's their mental, you know, they will be distressed if you say, I'm not going to cook at all. So you just say, for 2 weeks, we'll try vegetarian food. Потому что для них будет действительно глубокий стресс, если вы им заявите, мясо я больше не готовлю. Но если вы скажете, вот на пару недель давайте попробуем. Нет, ну они не соглашаются, это уже много раз говорила я. I've been talking to them like that a lot, but they don't agree. Они говорят, пусть нас не заставляют. Мы вот казахи всегда ели, и наши предки ели, тысячелетиями ели. Вот они тысячелетиями ели. They say that we are Kazakhs. We've been eating meat for thousands of years. Mm-hmm. Yes. And our ancestors used to eat meat, and we will do the same. Okay, so that's when you have to also speak about Bhagavad Gita to them. How, you know, we are something beyond this body. Talk to them about, you know, the 2nd chapter. How, you know, logically explaining how from childhood to now, we have got so many change of bodies, but we are the same person. So what is, who am I? Поэтому очень важно наряду с этим, наряду с тем, что вы говорите, им также проповедовать им Бхагавад-гиту, давать знания Бхагавад-гите, например, глава 2, где говорится, что я не это тело, и объяснять на примере того, что ты был ребенком, затем юношей, затем взрослым и так далее, твое тело подвергалось стольким изменениям, посмотри. Ты не это тело. Хорошо, спасибо. Thank you. Okay, thank you so much. Do we have time for another question? I'm okay, but was there a message from Kanteya Prabhu? No. Okay. And the next question also, then. Okay. From Draupadi Mataji. How can I encourage those devotees who chant 16 rounds, but they look unhappy? They look unhappy. Stressful, they look unhappy. Though they chant 16 rounds, how should I encourage, motivate them? See, we are unhappy because we think we want to enjoy something in this material world, and we don't get that enjoyment. Мы несчастливы по одной простой причине, что мы думаем, что мы можем наслаждаться в этом материальном мире, и мы несчастны, потому что мы не получаем этого наслаждения. But Krishna says in the Bhagavad Gita that he is the one who is enjoying. He's created this whole material world for his enjoyment. Но Кришна говорит в Бхагавад-гите, что он весь этот материальный мир создал лишь для собственного наслаждения. Он наслаждается. And we are meant to work for his enjoyment. А мы предназначены для того, чтобы наслаждать его. And in this way, it's like parts of the body are working for the satisfaction of the whole body. Then all the parts are very happy. То есть это подобно тому, как все части тела работают сообща для того, чтобы все тело было счастливо и удовлетворено. So when we start serving God, then serving Krishna, then we automatically become very happy. То есть автоматически, как только мы начинаем служить Господу, начинаем служить Кришне, мы автоматически становимся счастливыми. But if we think there is something I need to enjoy in this material world for myself, and we don't get it, then we become unhappy. Но как только мы думаем о том, что в этом материальном мире есть что-то, чем бы я хотел наслаждаться, но у меня этого нет, я лишен этого, в этот самый момент мы становимся несчастны. So, if we don't get some enjoyment that we want, then one thing is maybe, you know, we should think that I have
you know, if you fulfill one happiness and then you have something else in your mind in this way. No sound. No sound. We're always having some or the other. Если мы хотим какого-то счастья, ожидаем от этого материального мира, которого мы лишены, но затем мы его получаем, то снова появляется что-то еще. То есть у нас всегда есть какие-то желания. But if you have a desire to serve the Lord, then all your desires will be fulfilled very nicely. Но если у вас есть только желание служить Кришне, тогда это желание будет удовлетворено удивительным, прекрасным образом. Not only that, you'll feel completely satisfied. И кроме этого, вы будете абсолютно удовлетворены. And then, by Krishna's mercy, if your material desires are fulfilled, that is fine. And if it's not fulfilled also, that is fine. You won't be affected. И тогда, по милости Кришны, если материальные желания будут параллельно удовлетворяться, исполняться, замечательно. Если не будут, тоже замечательно. То есть вы не будете находиться под влиянием. So we should try to seek happiness because of serving the Lord and developing a relationship with Him. То есть нужно искать счастье через служение Кришне и через желание развития отношений с Ним. And only this relationship will satisfy us. Потому что только эти взаимоотношения нас удовлетворят. If you think that I'm doing so much for Krishna and he should do something for me material, that will not make us happy. Если вы совершаете служение и при этом думаете, вот я совершу это служение, Кришна мне что-то обратно даст, это не сделает нас счастливыми. Okay, so don't try to become happy materially. That will come also. Krishna is taking care of us. But we should only concentrate on developing a relationship with Him. Поэтому не пытайтесь стать счастливыми с материальной точки зрения. Сосредоточьтесь на служении Кришне, и тогда Он позаботится о нас. Он заботится о нас. We ran out of time. Okay. Do you have a few minutes? Харе Кришна. Мы перешли. Kaunte Prabhu has written a message that our time is over. Okay. All right. Okay. Сауле Матаджи, вопрос задать еще до этого хотела. Все. Уже, иначе у нас потом мы не успеем, ну как перерыв у нас небольшой до следующего блока, мы не успеем просто, преданные, простите. We are very sorry, dear devotees, since we have a very short break before the next session. We need to stop here. Према Падмини Матаджи, мы хотим поблагодарить вас и участников всего фестиваля. Дорогие преданные, включите, пожалуйста, видео, кто может. Dear devotees, we would like to thank all of you and Prema Padmini Mataji, you personally, thank you so much. Мы очень счастливы, что вы посетили сегодня нас и дали нам общение. We are very happy to have you among us today, for visiting us today, for associating. Сейчас преданные пойдут на обсуждение, скажем так, группы по практическому применению, то есть что они из этой лекции усвоили, вот, и что можно будет применять в бхакти-врикшах. Now the devotees will split into groups and will discuss whatever they have heard from your session, and whatever is practical for their service. This is what they will discuss now. Примите, пожалуйста, наши смиренные поклоны. Please accept our humble obeisances. Харе Кришна, спасибо. Харе Кришна. Према Падмини Матаджи ки. Харе Кришна. Thank you very much. Thank you very much. Спасибо большое. Харе Кришна, Ленатха Матаджи, спасибо вам большое за перевод. Jai Shila Prabhupada. Да, Спасибо, очень хороший перевод. Качественно. Харе Кришна. Харе Кришна.